Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю сделать это прямо сейчас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в комментариях под любым видео на канале. У нас также есть второй закрытый канал на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы сможете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. И я благодарю всех тех подписчиков, которые уже с нами на Бусти. Вы помогаете нам развиваться и выпускать новые видеоролики, видеорасклады. Благодаря вам наш канал существует. Ваши имена и ники, друзья, сейчас появятся на ваших экранах. Также спешу вам напомнить о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами просьба обращаться ко мне в личку. С вами сегодня карты «Элизиум снов и теней». Поговорим мы с вами сегодня о Елене Лагуновой. Елена Лагунова – это девушка родом из Рязани, которая в один ужасный день, 25 июля 2021 года, вышла из дома за микроволновкой и больше никогда уже не вернулась, чтобы увидеть и обнять своих детей. Однако позже следствие выяснит, что никуда Елена в тот роковой день не уходила, а была убита своим собственным супругом, что долго не признавался, потому как тело нашли только в 2022 году. Сегодня на картах Таро мы не будем с вами вычислять убийцу, я думаю, что тут и так все понятно. Единственное, этот вопрос будет задан, дабы понять, были ли у Александра сообщники, или их не было, или он убивал один. Чтобы узнать, было ли это преднамеренное убийство, или это было случайное, спонтанное убийство, и вообще узнаем, каковы были их отношения. Отношения Елены и отношения Александра. Первый вопрос – это, конечно, характеристика личности, но здесь я задам вопрос на характеристику личности как Елены, так и Александра, дабы понять, что это вообще за люди и какая у них была пара, какая у них была связь. Карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Елены Лагуновой. Каким человеком была Елена Лагунова? Каким человеком была Елена Лагунова? Каким человеком была Елена Лагунова и каким человеком является Александр Лагунов. Каким человеком по характеристике личности, по своей сути является Александр Лагунов. Елена, по характеристике личности человек душевный, человек гармонии, человек спокойствия, человек, который любит, когда все по полочкам, когда дома чистенько, когда дома убрано, когда детки сыты, одеты, обуты, когда нет какой-то тревожности в душе, какого-то напряга, когда нет внутреннего страха. Человек такой, знаете, схож по карте классической колоды Райдер-Уэйта, умеренность, которая переливает из пустого в порожнее. Не любит шумные вечеринки, не любит какие-то бары, не любит дискотеки. Да, человек общительный, человек очень добросердечный, очень эмоциональный на самом деле, да, вот здесь семерка пентаклей выражает эмоционального и доверчивого человека, человека, у которого могло быть большое будущее, потому что из девушки здесь произрастает дерево, дерево не просто с плодами, с цветками, да, которые могли потом дать какой-то успех, она могла дать своим детям хорошее будущее, она могла самой себе построить какую-то карьеру, возможно, да, хотя она не карьеристка по этой карте все-таки она человек семейный и человек очень любящий, возможно, любящий чересчур, да, вот есть такие люди в парах, люди-жертвы. К сожалению, жертвенность встречается вот именно у таких открытых сердцем людей, у них очень ярко выражена чакра анахата, это сердечная чакра, и когда люди встречаются с другой чакрой, либо с закрытой чакрой анахата, это приводит к какому-то неуспеху в семейных делах, либо вот к трагедии, которая случилась. Человек, который действительно является честным, добросердечным, порядочным и который любит животных, детей, знаете, вот который последнюю штанину с себя снимет, да, для того, чтобы помочь ближнему своему. Это Елена Лагунова, это ее характеристика личности очень хорошая, из нее произрастает дерево, из нее произрастает будущее. Она могла что-то дать не только себе, но и этому миру. Характеристика личности Александра Лагунова, давайте посмотрим.
Вот здесь выходит девятка пентаклей, да, тоже пентакли. Кстати, пентакли по характеристике личности всегда говорят о каком-то ресурсе. Из человека произрастает ресурс, либо человек черпает откуда-то ресурсы, либо человек любит деньги, да, просто. Здесь вот Елена человек ресурса, тогда как по девятке пентаклей Александр человек, который потребляет эти ресурсы. Девятка пентаклей — это карта мимикрии, это карта сокрытия, карта лжи, карта обмана, карта притворства. Человек притворяется не тем, кем он на самом деле являет себя этому миру. У человека на руке сидит птичка, у девушки, да, в данном случае. Кстати, девушка может говорить о каких-то женственных чертах характера, либо, возможно, в сексуальном аспекте своей жизни, да, он чувствует себя иногда девушкой. Это в каком плане? В том плане, что секс с Александром имеет какие-то извращенные формы, он позволяет себе какие-то такие вещи, которые присущи девушки, да, в сексуальных, скажем так, отношениях. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть он не прочь заняться любовью с однополой любовью, да, если так выразиться, хорошо. Так, здесь птичка на руке говорит о том, что он к себе приманил птичку, приманил к себе Елену, да, и здесь иди сюда, моя хорошая, что я тебе расскажу, я тебе много всего могу дать, но на самом деле это много всего окажется только ложью, да, ложью кормил Александр всю жизнь, которую жил с Еленой, Елену, собственно говоря. Карта мимикрии, карта сокрытия, карта лжи, карта измен, каких-то недоговоров, карта человека скользкого очень, человека, который прячется за цветками, за кустами сирени, за кустами цветов, да, и скрывает свое самое худшее нутро, да, и выявляет этому миру только лучшее свое нутро. Но потом, конечно же, нутро вылазит наружу в любом случае, да, и по девятке пентаклей здесь человек, который любит поглощать ресурсы другого человека. Это характеристика личности Александра. Как интересно, что у них у обоих вышли пентакли. Одна отдает свои ресурсы, а другой только дразнит и не дает, да? Другой только потребляет, потребленец. Следующий вопрос. Совместимость Александра и Елены. Какова вероятность счастливого брака вообще у таких людей, да, когда такие люди встречаются? Понятное дело, что именно вот в данном контексте, в данной истории все закончилось трагично. А вообще, какова совместимость таких людей? Получается ли у таких людей с такой разной характеристикой личности абсолютно счастливый брак? Один потребляет, другая отдает. Совместимость Александра и Елены в плане брака. Совместимость Александра и Елены Логуновых в плане брака, в плане взаимоотношений. Ну, кто-то кому-то в любом случае причиняет боль, да, девятка жезлов. И в основном с болью в душе, с раной в сердце, с раной в спине, да, как нож в спину воткнули, как предательство, остается, конечно, женская натура, да, слабая натура, женщина, да, женщина больше отдает в этих отношениях. По принцессе Пентакли: иди сюда, мой хороший, я тебя поглажу по головке, я тебе сделаю хорошо, да, я тебя поглажу, приголублю, я тебе расскажу, как прошел мой день, ты мне расскажешь, как прошел твой день. То есть здесь Елена отдавала всю себя. В этих отношениях вообще в целом, когда такие люди встречаются, кто-то один отдает, и если этот потребленец мужчина, а тут мужчина вышел, император, и потребленец, который любит вешать лапшу на уши, вот здесь вот император, то, конечно же, женщина страдает в этих отношениях в любом случае. По судьбе ли была встреча и брак Елены и Александра? И встречались ли они в прошлых жизнях, и кем приходились друг другу, вернее? По судьбе ли была встреча и брак Елены и Александра Логуновых? По судьбе ли была встреча и брак Елены и Александра Логуновых? И встречались ли Александр и Елена Логуновы в прошлых жизнях? И кем приходились друг другу? Давайте вот так вот сделаем. По судьбе ли была встреча и брак Елены и Александра? Однозначно по судьбе, карта положительная, карта императора, да, и в прошлых жизнях, я могу сказать, не открывая эти карты, они встречались, и там была точно такая же ситуация. Это в основном не проработки с женской части, да, то есть женской части именно Елены, потому что император здесь надел на себя шляпу, не корону, обратите внимание, да, обычно у императора корона какая-нибудь, красивая золотая, но здесь у него шляпа, и он очень искусно прикрывается хорошим
человеком, не деспотом, не тираном, да, то есть здесь не проработки в прошлой жизни именно Елены, то, что она снова встретилась с данным императором. Кем они приходились друг другу в прошлой жизни? Опять снова у женщины закрыты глаза, женщина влюблена, женщина говорит: ты самый лучший. Это не проработки женщины, которая в прошлой жизни точно так же у Александра была жертвой. Не обязательно, что в прошлой жизни он ее также убивал, да, просто в прошлой жизни он, возможно, изменял ей, да, возможно, причинял ей какую-то боль, какую-то утрату она чувствовала от этого человека, а она все равно говорила: ты самый лучший, она была влюблена до беспамятства, да, в этого императора, который не являет себя этому миру таким, как он есть на самом деле. В прошлой жизни они встречались и были точно так же парой, он точно так же был деспотом и тираном, она точно так же была белой овечкой, хочется сказать. Психопатические расстройства Александра Лугунова какие? В любом случае у этого человека они есть. Я могу как психотерапевт сказать то, что они есть. Психопатические расстройства Александра Лугунова. Какие? Психопатические расстройства Александра Лугунова. Патологический лгун, да, по королеве мечей. Опять-таки, свойственно ему очень свойственны женские черты характера. Кстати говоря, очень любит маму, очень любит бабушку, очень сильно привязан к своей семье, да, и именно к женской части своей семьи. То есть он слушает то, что они ему говорят. Здесь по королеве мечей еще может быть мания величия, еще карта смерти выпала, да, у нас карта смерти — это трансформация, перерождение, бабочка, да, вылупляется. Красивая бабочка, мания величия. Я настолько красива, что я просто не могу умереть. Я безнаказанно вообще абсолютно могу остаться в любом своем наказании. Королева мечей, карта смерти, выражает манию величия у человека, плюс привязанность к женскому полу, к своему роду, и патологический лгун, конечно, да, здесь по этой карте, по карте королевы мечей. Хорошо, а были ли психопатические расстройства у Елены Лугуновой? Мне задавали этот вопрос подписчики, я в любом случае его озвучу. Были ли психопатические расстройства у Елены Лугуновой? Возможно, это были какие-то психологические проблемы, проблемы психологического спектра, да, не обязательно психопатические расстройства. Были ли психопатические расстройства у Елены Лугуновой? Вы знаете, вот здесь слишком много заботы, да, от нее идет. Опять вот эта жертвенность, королева жезлов. Иди сюда, я выслушаю все, что ты мне скажешь. Да, здесь человек жертва. Это тоже можно отнести к не психопатическим расстройствам, а психологическим все-таки расстройствам, да, личности. Шестерка пентаклей, королева жезлов. Я выслушаю все, что ты мне скажешь, я тебе помогу. Одари меня своими проблемами. Я их себе заберу, я заберу себе все твои проблемы, чтобы тебе стало легче. Королева жезлов, шестерка пентаклей выражает очень добрую девушку, которая жертвует сама собой в своих же отношениях собственных. Да? Здесь скорее психолог нужен был человеку, чтобы она понимала вообще, с кем она живет. Отношения и атмосфера в семье Александра и Елены. Какие были отношения и атмосфера в семье Александра Лугунова и Елены Лугуновой? Какие были реальные отношения? Какие были реальные отношения и атмосфера в семье Александра Лугунова и Елены Лугуновой? Все, к чему стремились, все, к чему шли вместе, каким-то вершинам, какие-то цели поставленные, все умерло в один прекрасный день, как-то так быстро и неожиданно, знаете. По тройке пентаклей здесь еще кто-то третий лишний, да, третий вмешивался в жизнь. Ну, это, соответственно, были родители и с той, и с другой стороны, да, я так понимаю. Тройка пентаклей — это все, к чему идем, все умирает, потому что кто-то третий вмешивается в нашу жизнь. Вот такая вот угнетающая атмосфера. Атмосфера, когда не хочется ничего делать, когда хочется лечь в лёжку и лежать. Да, когда хочется уйти из дома, карта страшного суда. Когда не хочется быть дома, когда хочется надеть на себя крылья и вот просто взлететь. Далеко, подальше от той атмосферы, которая царит в этом доме. Дом — это какой-то камень преткновения, где собираются все и учат, чему жить.
Каждый день что-то, какие-то новости, каждый день что-то говорят, как будто много-много разговоров, каких-то пересудов по всаднику мечей. Еще таких по всаднику мечей все-таки меч, да, и шестерка мечей. Здесь какие-то разговоры, которые сталкивали друг с другом мужа и жену. Вот она сказала обо мне это, и они начинают ругаться. Понимаете, вот как уходит муж из дома или жена уходит из дома из-за того, что кто-то кого-то друг с другом столкнул, кто-то третий лишний. Да, и все, к чему стремились, все, знаете, уходит от нас. Восьмерка пентаклей – это вроде какие-то достижения, да, достижения по бизнесу, достижения в семейном, в любовном плане, но все это рухнуло в один момент, и хочется уйти из дома, потому что есть кто-то лишний, кто-то третий лишний в наших отношениях. Вот такая атмосфера угнетающая царила в доме. Вроде перспектива есть развития, однако их нет, потому что кто-то лезет постоянно в семью. Хорошо. Любил ли Александр Елену действительно настоящей любовью, какой любит мужчина женщину, когда хочет о ней заботиться, когда хочет делать ее счастливой? Любил ли Александр Елену Лагунову на самом деле? Не его мысли. Ему как насаживают эти мысли, кто-то сверху, кто-то на верхушке, и кто-то тот, кто живет в их доме или вот в одном подъезде, в их доме, опять родители, да, кто-то ему подсаживает эту мысль, и он в этой мысли укореняется и становится отшельником, ограждается. У него вообще такое ощущение, как будто он по жизни ведомый, и у него своих мыслей нет вообще. Я не вижу его мысли, я не вижу здесь любви. Я вижу здесь четверку пентаклей. Четверка пентаклей – это мой дом, моя крепость. Однако в эту крепость он людей впускает спокойно, и ему кто-то сверху по ангелу шепчет, как обращаться с Еленой. А он потом думает, переваривает всю эту кашу у себя в голове и понимает то, что, возможно, это не тот человек, который ему подходит. Я про Елену, да, говорю? Хорошо, любила ли Александр Елену Лагунову? Как чемодан без ручки, да, и выбросить жалко, и вроде бы надоело уже такое ощущение. Вот кто-то кому-то в паре надоел, либо она ему надоела, он хотел от нее избавиться, либо он ей надоел. Но так как мы сейчас смотрим на него и на его любовь, ощущение такое, что она ему надоела. И это не его мысли, друзья, это мысли тех, кто насаждает сверху, кто говорит о ней, да, и он прям уходит в отшельники, возможно, мог несколько дней с ней не разговаривать, мучить вот этим своим молчанием, да, я не хочу с тобой разговаривать, я не хочу с тобой быть, вот мне тут про тебя что-то сказали, да, тут как потерял свою удачу, потерял свою фортуну, как теряет мысли о своей супруге, хорошие мысли, позитивные мысли. Они все уходят на задний план, когда ему они что-то говорят, как будто бы ему что-то говорили, возможно, даже про какие-то измены, которых не было, да, и он слушается. Человек манипулируемый от и до. А любила ли на самом деле Елена Лагунова Александра Лагунова? Любила ли Елена Лагунова на самом деле Александра Лагунова той любовью, да, которую любит женщина мужчину, когда хочет сделать его счастливым человеком? Любила ли Елена Лагунова Александра Лагунова? Она с ним чувствовала себя красивой, чувствовала себя счастливой. Вот знаете, когда женщина чувствует себя красивой, счастливой рядом с своим мужчиной, когда она преображается или хочет преображаться, по крайней мере, да, по королеве кубков, а это самая прекрасная карта в этой колоде, самая красивая женщина, да, которая любит себя, любит этот мир, любит дарить себя этому миру, тогда да, конечно, здесь мы отвечаем на вопрос, да, положительно, в положительном ключе. Она действительно его любила. Однако какие-то тайны были между ними. Либо он что-то скрывал от нее, либо она что-то от него скрывала. Вот какие-то тайны, которые осветились слишком поздно в их семье. Да, которые она узнала о нем слишком поздно. Ощущение такое, что она о нем что-то узнала тайное, после чего ее отношение, что начала меняться, ну, она как будто бы залезла туда, куда не стоит залезать. То ли она что-то увидела по девятке кубков, то ли она узнала, что есть какая-то другая женщина, то ли она увидела что-то, да, какие-то фотографии, какие-то материалы, может быть, те запретные, которые она не должна была видеть.
Отношение поменялось, да, потом. Отношение после этого поменялось, потому что она думала о нем совершенно в другом ключе. Она считала его своим учителем, она считала его своим, хочется сказать, духовным наставником по жизни, да, но она очень хорошо к нему относилась с уважением по карте учитель, да, она считала его умным, начитанным, то, что он много всего знает, то, что он развит, то, что у него интеллект, да, не как там у амебы, но по карте колесница пришвартовался не туда. Она поняла, что она пришвартовалась не туда и не за того вышла замуж после того, как узнала какие-то тайные подробности конкретно его жизни. Хотя сначала она с ним была счастлива и чувствовала себя невероятно красивой рядом с этим человеком. Но это ли не любовь от женщины к мужчине? Отношение родителей Александра к Елене, отношение родителей Александра Лагунова к Елене Лагуновой как родителя Александра Лагунова, на самом деле относились к Елене Лагуновой, вот на самом деле, что они к ней чувствовали, что они к ней испытывали. Следили тщательно, да, по тройке жезлов, но это не новость, я думаю, что для вас, да, постоянно слежка какая-то была, что она делает, куда она ходит, в чем она одета, да. Угу. Следили и... Сейчас, друзья, секунду. Ну да, здесь постоянно какая-то слежка, такое ощущение, что им казалось, как будто бы она смотрит куда-то налево и несчастлива с их сыном, либо они себе это просто надумывали и придумывали, тут как напускное такое. Да, слежка, возможно, даже подклады какие-то были в доме по карте маг. Что-то как подкладывали, знаете, когда вот в землю... иголки, булавки какие-то тычут, после чего вот с человеком происходит что-то плохое, да? Как вот, знаете, как раздор на семью. То, чего не знали ни Александр Лагунов, ни Елена Лагунова. Считали ее легкомысленной, посредственной, считали ее девочкой какой-то маленькой, инфантильной, да, которая в любой момент может кинуть их сына, а им такая не нужна была. Да, считали ее интриганткой почему-то, хотя такового не было на самом деле. По карте императрицы считали, что она что-то скрывает, а может быть кого-то скрывает, своего любовника по карте пятерка кубков, и ждет какого-то другого мужчину в свою жизнь. Да, они так считали и почему-то относились к ней не очень хорошо, мягко говоря. Отношение бабушки Александра Лагунова к Елене Лагуновой, там же есть еще и бабушка, она не является родительницей, но тоже является главным фигурантом, скажем так, да, во всем этом деле. Отношение бабушки Александра Лагунова к Елене Лагуновой. Отношение бабушки. Сейчас мы раскроем эту карту. Отношение бабушки Александра Лагунова к Елене Лагуновой. Ну, не такую она хотела жену для своего внука, да, такое ощущение, что они там все уже спланировали, какая должна быть женщина у их ребенка, да, у их детенка, а он прям детенок, хочется сказать, по этим картам. Она какая-то неправильная, не такая. Она не вхожа в нашу семью, потому что, во-первых, она многих тайн наших не знает и не поймет, если узнает. А тайны у них есть, поверьте, по двойке мечей, по семерке жезлов. Они от нее очень тщательно что-то скрывали, от Елены, родителей и бабушка. Вот какая-то она не такая. Неуравновешенная, может преподнести какие-то неприятные сюрпризы, легкомысленная, тоже считала ее легкомысленной, да, легкомысленная совершает какие-то неправильные поступки, либо дома как-то не так убирается, либо кушать как-то не так готовит, понимаете, вот какие-то мелочи, придраться к любой мелочи, какая-то неправильная не такая, не знает, что у нас в семье происходит, и преподнести может какие-то сюрпризы, возможно, там Елена бывала, впадала в какие-то истерики, когда уже была за гранью, да, возможно, как-то ругалась с мужем, и это считалось моветоном у бабушки Александра. Она считала, что женщина, что супруга ее внука так не должна себя вести. Ну а как по-другому, если им мешали жить, да, со всех сторон? Хорошо, следующий вопрос. Почему накануне своего исчезновения Елена Лагунова написала своей маме СМС со словами «Хочу взять девочек и бежать», что послужило выплеском этих эмоций и что послужило тому, что она написала своей маме это СМС? Почему накануне своего исчезновения Елена Лагунова написала своей маме СМС-ку, что я хочу взять девочек и бежать? Что это значило, да? Что послужило этому решению написать?
Хотела, хочется лучшей жизни для своих детей, да, я понимаю, что здесь они вырастут не в той атмосфере, в какой вот я хочу, чтобы они выросли, потому что они видят все то, что происходит между нами, по пажу мечей, видят какие-то разборки, разговоры не очень приятные, лицемерные, возможно, где-то, да, не очень приятного характера. И дети уже все понимают, вот в этом возрасте здесь понимающий ребенок сидит, все понимают, и они впитывают это в себя как губка, и что впитают, то и вырастет. Видимо, поругались, да? Да, поругались с императором, император там что-то свое опять доказывал. Да, был разговор неприятный очень, дети это слышали. Император что-то доказывал свое, а дети это все впитывают. Дети услышали, может быть, маме сказали потом, да, сказали: мам, почему вы там ругаетесь? Мама хочет сбежать из дома, уйти. Мама хочет наложить на себя руки, возможно, она как-то даже сказала по страшному суду: да я сейчас повешусь или что-нибудь вот в этом роде, да, то есть какой-то такой очень эмоциональный разговор был, да. И опять император ей что-то выговаривал, что вот ему что-то якобы сказали его родители о ней. А она говорит: это неправда, я сейчас из дома уйду, это все видят дети. И вот детей она хотела схватить и бежать, да, после этого неприятного разговора, который состоялся с ее супругом. Супруг ее в чем-то обвинял конкретно, в том, что не доказано. Погибла ли физически Елена Лагунова? Потому что многие мне задают вопросы, возможно, она ушла и потерялась, возможно, у нее какие-то проблемы с головой были. Возможно, ее просто не могут найти до сих пор, да, а останки на самом деле не ее. Давайте узнаем. Погибла ли физически? Две карты прям сами просятся. Погибла ли физически Елена Лагунова? Погибла и не от своих собственных рук, я могу сразу сказать. Да, погибла. Карта башни. И она себя сама как-то, знаете, там был разговор, который она начала. Вот из-за чего они поругались. Вот я вижу, что здесь она погибла от чьих-то рук, от рук того, кто ей все время говорит: да я тебе сказал, я тебе говорю, ты меня не слушаешь. Ну, от мужа, да, что скорее всего. Семерка мечей, очень неприятный разговор, где они поругались, и где она его сама завела. Вот она, можно сказать так, от своих же собственных рук и погибла. То есть если бы она не заводила этого разговора, он бы не вспылил, возможно. Он очень сильно вспылил. И здесь еще карта жрицы. Я говорю, у них дома был какой-то как подклад, что ли. У меня ощущение прям черной магии идет от их семьи, вот именно от семьи Александра. И Александра это не касается. То есть либо он не знал об этом подкладе, либо его это не касается в том плане, что сыночка-то мы не заденем, да, самое главное, чтобы ей стало плохо. Ощущение такое, как будто бы ей физически еще было плохо определенное время, либо ей физически было плохо, либо детям было физически плохо. Влияла как-то эта магия на, ну тут и дети тоже, да, вышли, Паш жезлов, влияла как-то эта магия на детей и на нее, но на него не влияла. На сыночка, естественно. Она погибла действительно физически. Но инициатором этого разговора была она, потому что она хотела поговорить и расставить все точки над «и». Это случилось 25 июля 2021 года. Елена Лагунова погибла 25 июля 2021 года. Елена Лагунова погибла физически 25 июля 2021 года от родственника, да? Двойка кубков. Но здесь кровные родственники, но здесь от родственника. От родственника, которых связывает какое-то родство, это общие дети, да? Карта положительная, кстати, тоже двойка кубков. Еще карта двойственная говорит о том, что начиная с прошлого дня, как будто они ругались, да, 24 и 25, вот эти как 2 дня. И от своего родственника. Да, положительная карта, карта Солнца от эгоиста 25 июля 2021 года. Жаркий день был, как будто бы очень. Тут как жарко очень. Жарко, и как будто бы хочется на себя вот себя все снять. Как, знаете, солнце палит, как будто бы. Да, действительно, 25 июля 2021 года. Кто убил Елену Лагунову, мы, конечно, спросим, да, зададим этот вопрос. Вдруг там помимо него кто-то еще был, может быть, его родня была. Кто убил Елену Лагунову? Кто на самом деле убил тебя, Елена? Кто тебя убил, Елена?
та, кому больше всего чувств отдавала, да, та, кому больше всего эмоций дарила. А еще здесь карта ангела говорит тише, здесь еще что-то есть. Туз жезлов говорит, что у нее был процесс какой-то болезни внутри, протекал. Я же говорю, здесь что-то связано с магией. Тут карты говорят неоднозначно, убил-то тот, с кем она жила, действительно, кого она любила больше всего на свете, по королеве Пентаклей, кому она больше всего чувств и эмоций отдавала. Однако здесь было еще что-то, и что-то не внешнее, как бы, а внутри нее. То, что находилось дома, то, что привязывало ее к этому дому, что-то дома было у них, какой-то подклад, друзья. Я вот точно знаю. Убил-то он, понятное дело, да. Но здесь еще помогли родственники. Каким образом убили Елену Логунову? У меня свечка уже все заканчивается, друзья. Возможно, сейчас придется поменять. Каким образом убили Елену Логунову? Каким образом убили Елену Логунову? Как-то вот схватил, да, ее как за грудки схватил, как подвесил, как в воздухе схватил, как... Ну, это вот что-то вот либо сжал, либо схватил, либо задушил. Карта мир. Как воздуха мало мне. Как мне мира мало. Мне воздуха мало. Да, вот что как капкан какой-то, как вы знаете, как дышать невозможно. Карта дьявола, вот как в купол в какой-то. То ли вот действительно это как пакет на голову. Знаете, вот как пакет на голову. Что-то надел на голову, либо просто руками, как задушил, знаете, как душит. И что-то говорит еще при этом недоволен. Он душит и еще что-то говорит ей. Отрицает как-то свою вину, да? А кому именно пришла в голову мысль убить Елену? Действительно Александру? Или кому-то из его семьи? Кому вообще пришла мысль в голову убить Елену Логунову? Это было запланированное убийство или это было спонтанное убийство? Кому пришла в голову мысль убить Елену Логунову? Александру Логунову? И спонтанно ли это была мысль убить ее? Ну, тут опять разговор, да? Она что-то слышала, либо что-то ему говорит, вот про его родителей, как будто бы, да, вот они про меня говорят, тут разговор какой-то был, да, а я вообще уйду, она говорит, я уйду, но он говорит, никуда ты не уйдешь, я тебя убью, король мечей это убийца. Ему пришла в голову мысль, это была спонтанная мысль, вот так вот, знаете, резкая мысль. Куда ты уйдешь, да, я тебя сейчас оседлаю, ты никуда не уйдешь. Закрою себе глаза. Придушу. Да, это была спонтанная мысль, его мысль. Хотя родители ее тоже безумно не любили, отчего же был подклад в доме, да? Была ли у Александра Логунова любовная связь на стороне от Елены Логуновой? Была ли у Александра Логунова любовная связь на стороне от Елены Логуновой? Ну вот что-то ее тяготило, да? Я император, я главный в доме. Кто-то был у него. Либо с кем-то переписывался, как вот на расстоянии. Знаете, она какую-то переписку нашла. Что-то было на расстоянии. То ли он не мог как-то к этой девушке подкатить, то ли она была в другом городе. Переписки какие-то, как разговоры издалека. И она это увидела. Скорее всего, это она увидела. Да, скрывала эти переписки. Видимо, в своем телефоне. Она очень сильно огорчилась от этого. Кто-то был, с кем он переписывался. Я не могу сказать, что это физическая связь была. Здесь физической связи у меня не выходит. Имеет ли семья Александра Логунова отношение к магическим черным обрядам? Меня еще спрашивали, так как они староверы, да, и вообще у них не все в порядке с головой. Вы уж извините меня, да, ну как есть говорю. Имеет ли семья Александра Логунова отношение к каким-либо магическим черным обрядам? Мы уже выяснили, что у них был дома подклад, и это уже, да, говорит кое о чем. Имеет ли семья Александра отношение к магическим черным обрядам? Они куда-то ходят, что-то заказывают, что-то делают. Да не сами, а у кого-то просят. То ли у высших сил, то ли у леса, да, то ли куда-то на кладбище ходят. Как будто бы спрашивают у кого-то совет, да. Сами не умеют, но у кого-то спрашивают. Естественно, имеют, да. И в доме что-то было. Еще раз выходит эта карта. В доме что-то лежало. Лежало против женщины, против Елены. Да, что-то привязывало ее к этому дому и не отпускало оттуда. Да,
была какая-то привязка к дому, там что-то лежало, чтобы женщина либо привязана была к дому, либо чувствовала себя плохо, либо у нее зарождалась какая-то болезнь. Имеет. Почему отец Александра Лагунова сказал, что они съели куски Елены на своей даче? Правда ли это? От них всего можно ожидать. Почему отец Александра Лагунова сказал, что они съели кусочки Елены на своей даче, пожарили и съели? Правда ли то, что они съели кусочки Елены Лагуновой на своей даче? Правда ли это? Они что-то перевозили от тела. Вот тело умерло, то есть физически, да, тело отмерло, и они что-то перевозили. Я не могу сказать, что это прям съели, да, что какая-то часть ее нужна была для чего-то. Но я не могу сказать, что они ели это, я не могу сказать, что они каннибалы, но для чего-то какие-то кусочки, они то ли убирали улики просто, друзья, что-то скрывали, как сокрытие, да, карты повешенные, но какие-то кусочки, что-то, они как, знаете, вот как дербанили что-то от нее, от ее тела. Два последних вопроса еще, друзья. Почему родителям Александра Лагунова так важно сейчас забрать внуков в себе, и получится ли у них? Почему родителям Александра Лагунова так важно забрать внуков в себе? И получится ли у них? Посадить какое-то зерно, да, в этих детях, что-то с ними сделать, как-то обманом что-то с ними сделать, вот как в свою семью, в свою секту, да, ничего такого прям плохого я не вижу, что они с ними что-то хотят сделать, но как какая-то секта, произрастание себя, как произрастание своего рода дальнейшего, продолжение вот у староверов, у всяких чокнутых есть такие, да, я не говорю, что все староверы чокнутые, я говорю, что вот конкретно у этих людей, у них есть такое, что вот продолжить наш род. А получится ли у них? У них есть очень важный такой аспект в руках, как магия. Поэтому получиться вполне получится, друзья. Через какое-то определенное время у них получится забрать себе внуков, либо внуки станут к ним ходить, и суд так распределит, что внуки будут проводить у них какое-то время, а они тем временем будут внуков настраивать на свою сторону, и тем самым они получат тот эффект, который они хотят сейчас получить от них. И последний вопрос. Почему следователь дела Елены Лагуновой покончил с собой? И связано ли это как-то с Еленой Лагуновой? Почему следователь дела, который вел дело Елены Лагуновой, покончил с собой? И связано ли это как-то с самой Еленой Лагуновой? Почему следователь дела Елены Лагуновой покончил с собой? Так, ну то, что покончил с собой, ушел в себя, это действительно какая-то тайна, какую-то тайну с собой унес. Что-то он знал. Что-то он знал, что ему рассказала какая-то женщина. Какой-то ключ от всех дверей она ему дала. А потом просто вот так вот повесился, да? Не повесился, а покончил с собой. Я не знаю, на самом деле, как он покончил с собой. Это мне подписчики задали этот вопрос. Почему-то это у меня ушел в себя, да? Как высота какая-то, ушел в себя. Почему следователь дела Елены Лагуновой покончил с собой? Связано ли это как-то с Еленой? Что-то он знал. Он знал что-то, что может вывести дело на какой-то новый уровень. Знал то, чего не знают сейчас следователи. Какая-то сила была. И это реально связано с делом Елены Лагуновой. И здесь еще опять какая-то потусторонняя сила, сила нечеловеческого характера. Здесь слон, да, сила слона, сила женской мудрости, но здесь сила какого-то нечеловеческого характера вместе с отшельником.
А вообще, вот знаете, интересно, да, вот императрица, здесь еще карта выпадает, шестерка мечей, знала что-то, чего его как заставили, во-первых, опять какая-то магия, да, здесь его как заставили уйти из этой жизни. Тут как будто не он сам захотел уйти, а как его заставила какая-то нечеловеческая сила по башне. Здесь еще один интересный момент, что Елена Лагунова на момент смерти была беременна. И здесь из нее, возможно, извлекали куски тела, вот, ну, как бы зародыши, да, я так понимаю, для каких-то своих мероприятий, для каких-то своих черных обрядов. Тут ощущение такое, что она носила кого-то под сердцем и знал об этом следователь, возможно, каким-то образом, но это не вынесли на всеобщее обозрение. Потому что я, по крайней мере, об этом не слышала. Если вы слышали о чем-то подобном, напишите мне в комментариях, друзья. Его заставили, и тут опять обряды какие-то, черная магия, да, эти люди имеют какую-то силу, не они сами, они обращаются к каким-то магам, каким-то колдунам для того, чтобы сделать так, как они хотят того, да. И наказание на самом деле для них, для всех, это небольшое, да, то, что вот Александра посадили на такой срок, возможно, Александр выйдет раньше срока, в чем я вполне уверена, то, что он может выйти раньше срока. Друзья, это были все вопросы на сегодня. Пишите, пожалуйста, вопросы, которые вас интересуют по данному видео. Возможно, мы сделаем вторую часть, если это будет необходимо. Да, возможно, я так отвечу в рамках комментария просто, да, под видео. И пишите, пожалуйста, вопросы на следующие расклады, которые вы хотите видеть на моем канале. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, я делаю обряды на финансовое благополучие, на любовные взаимоотношения, ставлю защиту, делаю чистки. И также мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За всем этим обращаться, пожалуйста, ко мне в личку. Личка указана в комментариях под любым видео. Я вас очень люблю и до новых встреч!